тот холодный вечер лесной смотритель Степан Михайлович сидел у старой чугунной печи в своем доме на окраине глухой деревни. За окном тянулся темный лес, а ветер с перевала глухо выл в трубе, будто перекликался с его воспоминаниями. Дом давно опустел, слишком давно, чтобы тишина перестала ранить. Он уже потянулся к керосиновой лампе, собираясь погасить свет, как вдруг в окно с силой что-то ударило. Один раз, второй, третий. Стекло задрожало, рамы застонали. Степан замер. На подоконнике снаружи возникла массивная тень. Огромный беркут с пронзительным взглядом и мощными крыльями почти в 2 метра размаха. Та самая птица, которую он когда-то вытащил из стального капкана браконьеров и выходил здесь же, в этом доме. Птица яростно била клювом по стеклу, но не улетала. «Что случилось?» – прошептал Степан, торопливо отодвигая засов. Как только окно распахнулось, беркут не влетел внутрь. Он лишь осторожно сбросил на подоконник небольшой сверток, обернутый потертой кожей и перевязанный тонким шнурком. Затем издал резкий крик и взмыл в темное небо, описав круг в сторону каменного распадка. С тяжелым предчувствием Степан сел за стол. Его пальцы, покрытые старыми шрамами, медленно развязали узел. Изнутри выпал серебряный кулон в форме расправленного крыла. Он побледнел. 15 лет назад он заказал такой же у городского мастера для своей дочери Марии. Девушка исчезла в горах во время внезапного схода лавины. С тех пор каждое утро он выходил на крыльцо с надеждой, которая годами превращалась в безмолвную боль. Но рядом с кулоном лежал еще один предмет – клочок ярко-синей современной ткани. На нем углем были выведены координаты. Степан знал их слишком хорошо. Они указывали на старую охотничью избушку у подножия вершины молчания. «Неужели?» – выдохнул он. Не теряя ни минуты, он накинул полушубок, схватил фонарь и ружье и вышел в ночь. В небе впереди кружил беркут, словно ведя его сквозь темноту. Избушка встретила его скрипом двери и запахом дыма. Луч фонаря выхватил из мрака молодую женщину в порванной куртке. Она дрожала у едва тлеющего костра, прижимая к груди рюкзак. Оказалось, она входила в группу геологов, исследовавших ледяные расщелины. В одной из них они обнаружили останки девушки и серебряный кулон. Во время спуска женщина сорвалась и сломала ногу. Птица, кружащая поблизости, схватила сверток, когда пострадавшая уже теряла сознание от холода. Беркут принес послание единственному человеку, который понял бы его значение. В ту ночь Степан спас жизнь незнакомки. Но главное, он наконец узнал правду о судьбе своей дочери. Горечь не исчезла, но бесконечное ожидание завершилось. Иногда добро, сделанное однажды, возвращается самым неожиданным образом – через крылья, тишину и ночной стук в окно.